Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Безусловно, длинные ногти – это красиво, но не всегда практично и удобно в домашних делах. В видео покажу, как выполнить маникюр и праздничный дизайн на коротких ногтях. А также хочу поделиться одной историей, которая задела меня. Смотрите видео до конца, будет интересно. Поехали! Осматриваю ноготки моей модели, вижу, что они разные по длине и форме, но при этом короткие. Большие сломаны, их так оставлять нельзя, нужно будет донарастить. На такие коротенькие ногти совсем не просто поместить дизайн, мы постараемся это сделать, чтобы он смотрелся очень красиво и по-праздничному. Первым шагом выполним снятие старого искусственного покрытия, для этого использую твердосплавную фрезу с зеленой насечкой. В работе я люблю использовать именно такой абразив. Приступаю к снятию, вижу, что покрытие достаточно тонкое, нету объемного выравнивания. Если вы мастер-новичок, то выберите фрезу с меньшим абразивом, чтобы не повредить ногти клиента. Сразу насадкой убираю все отслойки, особенно со свободного края. Для приподнятия кутикулы буду использовать насадку «Пламя» алмазную диаметром 0,21. Вижу, что у моей модели глубоко посажена ногтевая пластина и объемные валики. Именно поэтому я взяла насадку с меньшим диаметром. Если брать насадку диаметром 0,23, работать в боковых пазухах, есть вероятность попадания на ногтевую пластину. Ноготь будет истончаться, и впоследствии ногти будут ломаться под самый корень в точках роста. Как обычно, сначала обрабатываю в положении форвард все левые стороны. Хорошо оттягиваю кожу, чтобы насадка идти в основном по коже. Кутикула моей модели комбинированная, то есть она кажется сухой, но на деле чуть влажная и даже резиновая. Поэтому буду применять технику комбинированного маникюра, где я выполню срез ножницами, а впоследствии зашлифую насадкой. Обработала левые стороны, убираю полностью скорость на аппарате, переключаю направление вращения реверс и обрабатываю правые стороны. Кажется, что кутикулы практически нет, но вся сложность в том, что достаточно много птериги, то есть пленки продолжения кутикул, которые стелятся на ногтевую пластину. Ее нужно хорошо убрать для того, чтобы не было отслоек. Обращаю внимание, что на правой руке, на среднем всегда очень сильно огрубевает кожа. Возьмите палец верхним захватом, указательным пальцем сильно оттяните зону синуса и проработайте ее. Если не дочищать данный угол, то прокраска в зоне кутикулы получится в виде треугольника, и визуально ноготь будет казаться трапециевидным. Мы закончили с этапом приподнятия кутикулы, теперь забафлю ногтевую пластину, и пока я это делаю, хочу вам рассказать про одну интересную историю. Мне интересно, что об этом думаете вы. Недавно у одной своей знакомой я увидела пост, в котором она писала, она, кстати, мастер маникюра, преподаватель, что чувствует профессиональное выгорание, что ей настолько надоели ногти, что она даже на них смотреть не может и хочет сменить вид деятельности. Тут я задумалась, чувствовала ли я когда-нибудь такое? Несомненно, были моменты, когда очень тяжело. Особенно, когда много клиентов, большая клиентская база, предновогодние дни. Все это тебя изматывает, но никогда не было такого, что ногти мне надоели, я не могу на них смотреть. Поэтому очень важно искать в себе внутреннюю энергию и найти то дело, которое вы действительно любите. Пишите в комментариях, чувствовали когда-нибудь такое профессиональное выгорание, что в этом случае предпринимали. Я думаю, это будет интересно почитать очень многим. Почему так происходит? И, конечно, желаю вам никогда не испытывать такого и любить то, чем вы занимаетесь. Срез кутикулы выполняю при помощи ножниц-твизеров. Они работают по принципу пинцета. Одно лезвие прячу под кутикулу, другое закрываю сверху. Иду небольшими шагами. Здесь кажется, что совсем кутикулы нету. Но как только мы начинаем ее срезать, мы видим единый срез. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться к обучению и получить доступ к базе знаний Школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов для начинающих и опытных мастеров по цене одного с получением сертификата. Теперь они доступны по всему миру. Для подробной информации переходите по ссылке в описании.
Оставшиеся мелкие заусенчики я доработаю фрезой. При необходимости можем дублировать срез, будьте аккуратны, чтобы не поранить клиента. Для шлифовки кутикулы использую насадку чечевицы, диаметр 0,25 с красной насечкой. Правда, она немного у меня потемнела от сухожара. Ставлю обороты приблизительно 7-10 тысяч в положении форвард и шлифую заусенцы. Если фреза забилась, прочищайте ее об бафик, чтобы она работала. Ногти у моей модели тонкие, обязательно опиливаю мягкой стороной пилки. Делаем форму квадрат. На среднем не хватает уголочка, нужно его отремонтировать. На указательном тоже не хватает краешка уголка. Для того, чтобы форма смотрелась ровно, и нужно его донарастить. Большой ноготь просто подравниваю для того, чтобы подставить форму. Обезжириваю ногтевую пластину, тщательно убираю пыль, наношу адгезивные препараты, дегидратор и праймер, потому что ногти у моей модели тонкие, и мы видели отслойки на свободном крае. Праймер хорошо отжимаю во флаконе и наношу на всю ногтевую пластину. Для хорошей сцепки выбираю базу кислотную. У меня на канале есть ролик о том, как разобраться в кислотности базовых покрытий и что она означает. Обязательно посмотрите его. Кислотный материал наношу тонким слоем. Просушили базу. В течение 30 секунд приступаю к постановке формы. Вижу расстояние между формой и точками вроста, поэтому углубляю форму. Запоминаю, где нужно вырезать насечки. Делаю большие ушки. Отклеиваю форму, скрепляю ее и устанавливаю под ногтевую пластину. Знаю, весь этот процесс может показаться какой-то магией, но я его очень люблю, именно постановку формы. И поверьте, при нужной практике у вас все обязательно получится. Просто нужно не лениться, а донаращивать каждый раз, когда вы видите сломанный ноготок. Для донаращивания использую акригель. Сразу буду формировать нужную мне архитектуру, чтобы ее не достраивать при помощи базы. Для разравнивания использую специальную жидкость для акригеля от Kinetics. Толкаю материал к кутикуле, а затем его плотно прижимаю. Это же делаю и по боковым стенкам. Вытягиваю нужную мне длину. Отправляю в лампу на просушку на 1 минуту. Зажимаю форму, отделяю задние ушки и снимаем. Отремонтируем еще уголочки при помощи акригеля. Подписывайтесь на мой инстаграм, там вас ждет еще больше полезной информации. Придаю нужную мне форму квадрат, на большом ногте опиливаю поверхность. Теперь приступаю к выравниванию. Архитектура правильная, поэтому не накладываю объемный слой базы. Покрываем ногти синим гель-лаком. Безымянный покрыла в один слой синим гель-лаком в качестве подложки. Второй слой выполняю из серебряного гель-лака кошачий глаз. Магнитом делаю блик, отправляю на просушку. Покрываю все ногти топом без липкого слоя. На топ без липкого слоя выполним дизайн. Для него мне понадобится белая гель-краска, желательно с липким слоем, и прозрачная акриловая пудра. Ставим в хаотичном порядке точки среднего размера. Вытираю кисть и теперь кончиком кисти из точки вытягиваю тонкие усики. У нас получаются такие звездочки-блики. Добавляем в некоторых местах более мелкие точки, напоминающие звездочки. У нас и сам кошачий глаз уже напоминает звездопад, Млечный Путь. Теперь посыпаем акриловой пудрой. Ждем несколько секунд, пока пудра пропитается в гель-краску. Убираем остатки и отправляем на просушку в лампу. Остатки пудры убираем щеткой или безворсовой салфеткой и проходимся обезжиривателем, для того, чтобы убрать частички, которые не закрепились.
Смотрим на результат. У нас получилось вот такое красивое звездное небо. К сожалению, на коротких ногтях не разгуляться с дизайном, поэтому выполнили небольшой дизайн, но с изюминкой. Я считаю, так на коротких ногтях это смотрится наиболее выигрышно. Ставьте пальчик вверх, если вам понравился дизайн. Подписывайтесь на канал. Всем успехов в работе. Пока-пока.